Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Российские угольщики теряют на главном экспортном рынке. Поставки российского угля в Китай в начале года просели. Борис Леонидович, как так получается, что котировки на уголь растут и прямо пропорционально падает экспорт российского угля? В чем тут вообще вопрос? Почему так происходит? Ну, речь конкретно о Китае. Вот давайте на нем и сосредоточимся, потому что есть страны, куда объем поставок немножко вырос. Но в Китае действительно провал. Это действительно очень крупный покупатель в шаговой доступности, прямо скажем. Транссиб, который идет вдоль Амура, ну, рано или поздно должен получить новые и новые переходы для того, чтобы поставлять груз непосредственно в Китай. Какие проблемы возникли? Во-первых, Китай, ну, после того, что у него единожды случилось, когда действительно дошло до энергетического кризиса, он вынужден был скупать огромные объемы угля. Небольшая ошибка в плане пятилетки. Количество сокращаемых старых шахт, где уже невозможно было наладить нормальную технику безопасности, превысило объема закрываемых старых угольных электростанций. Угля физически не хватило, пришлось покупать со всех сторон. С той поры экономический отдел ЦК Коммунистической партии Китая пришел к выводу, что лучше пусть будет запас, чем вот такая недостача. Это первый момент. Второй момент, в связи с теми событиями, которые мы наблюдаем в Ормузском проливе и в Персидском заливе, несколько поднялись котировки на природный газ в любом виде. Не хватает, разумеется, поставок СПГ, но растет вся цена на газ. То, что мы видим в наших СМИ, в западных СМИ, в Юго-Восточной Азии, уже все хорошо сосчитали. Генерация на угле обходится на 30% дешевле, чем на газе при его нынешней стоимости. Спрос растет. Но одновременно с этим растут котировки фрахта. Балкеры обходятся все дороже и дороже. И в результате, да, цена на уголь выросла, но транспортные расходы таковы, что для наших поставщиков она уменьшилась. Разумеется, невыгодно при таких условиях поставлять. И мы, как ни удивительно, упираемся в то, что в 90-е годы было принято решение передать наш торговый флот в руки эффективных частных собственников. Передавалось все. Рыболовецкие суда, нефтеналивные суда, балкеры, сухогрузы. Передали. Результат тоже известен. Начиная с нулевых годов объем нашего экспорта, вывозимого на наших судах, составлял около 10%. 90% это зафрахтованные танкеры, легтеровозы, сухогрузы, и в том числе угольные балкеры. Вот еще раз, 90% нашего морского экспорта идет на чужих судах. Свежих оценок нет, у нас сейчас много информации закрыта, но эксперты, пока это была возможность увидеть результаты их анализов, оценивали вот такой экспорт капитала в сумму не менее 100 миллиардов долларов ежегодно. Фрахт и страховки. При этом возражать тому, что судно страховалось в каком-нибудь Ллойде, отнюдь не дешево, было тяжело, потому что судно чужое. И тебе предлагают фрахт уже с готовой страховкой. А сейчас выясняется, что без вывоза на собственных балкерах вывозить невыгодно. И отрасль, которая и так находится, в общем-то, в плачевном состоянии, несмотря на предпринимаемые правительством меры в виде отсрочки платежей налогов и так далее, выкарабкиваться уже не знает как. Да, с учетом того, что падает прибыль у РЖД перестала рассказывать о том, что уголь – это крайне невыгодный груз. У нее просто грузооборот падает в силу того, что это прекрасная компания, очень эффективная. Она готова ввести уголь, но нет смысла. Потому что есть стоимость услуг РЖД, дальше морская перевозка, и выясняется, что она стала дороже. Вот такая удивительная история. При этом я напомню, что в 2019 году появился достаточно известный в узких кругах указ
президента Дмитрия Медведева. Наши судостроительные заводы не стоят без заказов, они работают. Работают достаточно напряженно. Связано это было с распоряжением премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в 2019 году, если коротенько, в такое сленговое название «квоты под киль». Рыболовецкие компании не имеют возможности получать квоты на вылов рыбы в наших территориальных водах, если не могут продемонстрировать судно, построенное на российской верфи. Этого оказалось достаточно. То есть не вкладывались в бюджетные деньги, вот ровно одно распоряжение премьер-министра. Стоило оно столько, сколько стоит его распечатание в бумаге формата А4. Да, первые годы после этого было очень сложно. Дело в том, что наша судостроительная отрасль, те заводы, которые еще сохранились, они 20 лет сидели без заказа. Поэтому соглашались на что угодно. Вот любой заказ был просто счастьем. Это возможность вернуть людей на работу, это возможность оборудования в оборот пустить и так далее, и так далее. Но что такое рыболовецкие заказы? Это практически индивидуальный пошив. Мне нужен синер для Охотского моря, а мне нужно вот небольшой краболов, а мне вот для Балтийского моря 4 судна, а мне 5 вот таких. И понятно, что захлебнулись. Разные проекты, для разных условий, разные размеры и так далее, и так далее. Плюс, конечно, еще рестрикции со стороны Запада и невозможность вести оборудование. Да, корпуса, да, двигатели, да, винты, но что-то еще мы умеем делать, а все остальное мы привыкли быстро и просто закупать в Европе. Европа нам в этом отказала, пришлось перестраиваться. Один из результатов мы знаем, к сожалению. Объединенная судостроительная корпорация государственная оказалась в предбанкротном состоянии, и решением президента управление было передано банку ВТБ. Не потому, что банк ВТБ большой специалист в судостроении, а потому, что надо было разгребать вот все эти финансовые проблемы, которые умудрились на себя намотать. Причина все та же. Соглашались на любые заказы, срывали сроки, попадали под штрафные санкции и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас, если вы заглянете в новости нашего судостроения, выясните, что ситуация стала исправляться. С рыболовецкими заказами, с заказами от рыболовецких компаний уже научились справляться. Почему такое же поручение, такое же распоряжение нельзя дать в отношении нефтяных танкеров, тех же угольных балкеров, я не очень понимаю. В отличие от рыболовной отрасли, здесь нет индивидуальных заказов. Здесь есть несколько типов размеров и промышленное производство, конвейерное, что позволяет и себестоимость снижать, и сроки снижать. Может быть, для того, чтобы выправить ситуацию в угольной отрасли, просто к здравой логике нужно вернуться. Если ты хочешь зарабатывать деньги, ты должен уметь не только добывать уголь и грузить его в вагон, но еще и доставлять до конечного потребителя на своем судне. Может быть так? Понятно, что судостроительная отрасль потребует государственного участия. В истории планеты Земля это такая третья по счету звезды по имени Солнце. Нет ни одной крупной судостроительной страны, где становление этого бизнеса шло бы без государственной поддержки. Сначала Южная Корея как государство вливало деньги в эту отрасль, и только после того, как отрасль плотно встала на ноги, пошла ее приватизация, пошла ее модернизация, расширение, и выяснилось, что государство не только вернуло вложенные средства, но теперь уверенно зарабатывает на всех налогах, которые из этого сектора идут. Чудес на свете не бывает. Тот же путь нужно пройти еще раз. Что для этого нужно? Все совершенно традиционно. Межведомственное соглашение между Министерством энергетики и Министерством промышленности. У нас Министерство энергетики не курирует судостроительную отрасль, это Министерство промышленности. И, разумеется, нужно каким-то образом координировать наши частные угольные компании. Напомню, что угледобывающая отрасль у нас одна из немногих, которая полностью частная. У нас нет ни одной государственной компании или компании с государственным участием в угольном секторе. Так сложилось. Мы это тоже сумели приватизировать, все у нас в полном порядке. И результаты мы видим. Приватизация шла под лозунгом, что участие в непосредственной экономической деятельности неповоротливых государственных компаний, государства как такового, министерств недопустимо в наше рыночное время, рынок все порешает.
огромные, неповоротливые, медленно думающие государственные компании на это не способны. И этот термин, лежащий в основе доктрины либеральной экономики, он, безусловно, прав. Потому что, когда мы смотрим на унылые результаты Росатома и на блистательные успехи частных угольных компаний, понятно, что у угольщиков намного все лучше, намного эффективнее, потому что они частные, маленькие, быстрые, предприимчивые и так далее, и так далее. Еще могу много слов сказать. Возможно, так оно и будет. Но, как минимум, вот сейчас, когда наступили кризисные времена для угольной отрасли, мне кажется, стоит вспомнить старинную китайскую мудрость, что кризис – это еще и время возможностей. И немножечко изменить шаблоны мышления. Если угольные компании по каким-то причинам не могут организовать, не знаю, какой-то огромный угольный профсоюз, значит, надо помочь с координацией усилий. И если говорить о судостроении, то на самом деле отраслевой заказ – это действительно возможность поднять и судостроение, а все, что следует из производственной цепочки, если мы строим суда гражданского флота, тоже можно перечислить достаточно просто. У нас, помимо прочих кризисных явлений, большие проблемы у металлургов. Поскольку у нас очень ловко строятся дома, квартиры, в которых никто не покупает, спрос на строительные стали, на строительные конструкции всевозможные упал. Упал объем производства. Но судостроение крайне металлоемко. Может быть, можно совместить те возможности, которые есть, опять же, у угольных компаний, которые добывают уголь не энергетических марок, а коксующихся, с интересами компаний, которые добывают энергетический уголь, с возможностями наших металлургов. Если вот этот частный бизнес не может скоординировать между собой эти усилия, наверное, просто организационной помощи нужно помочь. Просто собрать и выяснить, кому что надо, как, кто сражается с кризисом. Помощь со стороны Министерства финансов, пролоббированная Министерством энергетики, в виде переноса сроков уплаты налогов, отмены штрафов за неуплату и так далее, и так далее. Проблему не решает, она ее отодвигает вправо. Рано или поздно настанет время, когда угольным компаниям будет уже необходимо выплатить все налоги со всеми задолженностями, которые образовались. А ситуация на внешнем рынке такая же, вот такая, какая она есть. И мнение экспертов о том, что для того, чтобы избегать вот таких кризисных явлений, падения мировых цен и сразу проблемы по всей угольной отрасли России, нынешнее соотношение добыча, внутренний спрос и экспортные поставки, они уже у нас достаточно около десятилетия, 50 на 50. Мы научились добывать более 400 миллионов тонн угля в год. Таких показателей в советское время не было. Внутренний рынок половина, и вторая половина вывозится. Значит, половина на экспорт слишком много, потому что изменились мировые цены, все, кризис. Но если вы хотите увеличивать внутренний спрос, тоже нужно думать. Менее капиталоемкая – это угольная генерация электрической и тепловой энергии. Более капиталоемкая – это глубокая химическая переработка угля. Значит, та программа развития угольной отрасли, о которой так много говорило Министерство энергетики, разработка которой была поручена Российскому энергетическому агентству, должна перестать быть тайной. На прошедшей недавно коллегии не состоялся доклад профильного заместителя министра энергетики Дмитрия Исламова, хотя на телеграм-канале Министерства энергетики этот доклад был анонсирован, что на коллегии вот такой доклад будет. Его не было. Доклад, посвященный нынешнему состоянию и хоть каким-то перспективам угольной отрасли, не было. Причины не названы. Министерство энергетики проанонсировало, но доклада не было. В связи с чем, никто не объясняет. Ждем стратегию развития угольной отрасли в исполнении Российского энергетического агентства. Будем надеяться, что увидим не пожелания какие-то общими словами высказанные. У нас было несколько энергетических стратегий, где имеются абзацы о том, что необходимо развивать химическую переработку угля. Но дальше вот этих абзацев ничего так не пошло. Никакой конкретики так и не возникло.
Будем надеяться, что мы услышим доклад господина Исламова. Будем надеяться, что мы увидим стратегию. И она будет более конкретной, чем все предыдущие стратегические документы развития. И тогда вот таких ситуаций, когда уголь на мировом рынке растет в цене, а мы не можем поставлять, наши компании не могут поставлять в силу того, что слишком великие транспортные расходы, больше повторяться не будет. Понятно, что в одночасье это не сделать. Нужна действительно не только программа или стратегия развития угольной отрасли, но и как это сейчас же нельзя произносить слово «план», дорожная карта. Дорожная карта, потому что когда произносишь слово «план», очень плохо становится, шерсть на затылке дыбом и так далее, и так далее. Сделать стратегию, с дорожной картой конкретной, с целевыми показателями. Мы столько времени не обращали внимания на развитие угольной отрасли, что сейчас будет не просто в одночасье, ничего не произойдет. То есть режим, как говорят в стране наиболее вероятном противнике, степ-бай-степ. Понятно, что с финансами сложно, значит, нужно начинать, как минимум, определиться, за что тянуть. Повторю, менее капиталоемкое – это строительство новых угольных электростанций. Более капиталоемкое – это, конечно, подъем судостроительной отрасли с тем, чтобы не попадать в зависимость от котировок фрахта. Еще более капиталоемкая действительно глубокая переработка угля. Почему более капиталоемкая? На всякий случай напомню, что в общей сложности из угля можно получить 500 наименований полуфабрикатов, которые при дальнейшей переработке превращаются в 10 тысяч конечных продуктов. Маржа различается просто колоссально. Не на десятки процентов, а в десятки раз. Но настолько важно попасть в правильную номенклатуру производимых товаров, не ошибиться, что это действительно сложно. В качестве примера я уже неоднократно приводил, сейчас есть планы у Китая зайти в угольную отрасль Казахстана с тем, чтобы из угля энергетических марок производить карбамид. Крайне важное, востребованное, необходимое азотное удобрение. Ожидаемый объем инвестиций – $2 миллиарда США. Очевидно, что у нас в угольной отрасли сейчас такие деньги не сконцентрируешь. Можно, конечно, сходить в банк, у нас в очередной раз снижена ставка рефинансирования Центробанка еще на 0,5%. Но вряд ли кто-то на это способен, без каких-то государственных субсидий. И я повторю тот же вопрос, который, опять же, неоднократно задавал. Если государство дает возможность, дает какую-то поддержку угольным компаниям, перенести время уплаты налогов, отменить штрафы, то что получает государство взамен? У нас сейчас капитализм, ты мне, я тебе. Я тебе отсрочку по платежам налогов, я тебе отмену штрафов по неуплаченным налогам. Дальше должно прозвучать неизбежное, а вы мне что? Кроме сохранения рабочих мест еще что-то можете предложить? Вы знаете, очень сложно. Да ничего сложного. Сколько у тебя уставной капитал? Господь велел делиться. В этом случае, мне кажется, было бы все немножко, более гармонично. Вот такие мысли, но я, конечно же, уверен, что в стратегии развития угольной отрасли в исполнении Российского энергетического агентства мы какие-то мысли по этому поводу увидим и услышим. Ждем. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодры вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.